Всем привет, мои дорогие, вы на канале Сладкий Мастер. Готовлю настоящий торт Рафаэлло по вкусу, схожий с популярными и всеми известными итальянскими конфетами Рафаэлло. Торт по данному рецепту получается невероятно нежным и ароматным. Превосходная сливочно-миндальная начинка, которую я хочу показать, это настоящий вкус, который так нравится всем, кто любит конфеты Рафаэлло. Торт отлично украсит любое праздничное мероприятие и подарит массу приятных эмоций. Торт Рафаэлло всегда получается, так как все нюансы рецепта учтены и проработаны мною для получения лучшего вкуса и нужной текстуры. Миндаль предварительно очистил от кожуры и обжарил на сковороде. Чтобы очистить миндаль от кожуры, я ошпарил их в кипятке и оставил на 1 час, после чего кожура очень легко снимается. Все особенности данного рецепта смотрите в рекомендациях к этой публикации. Обжаривать миндаль рекомендую до слегка румяного вида на сковороде без масла. В яйца всыпаю сахар, взбиваю миксером до пышной светлой массы. Добавляю молоко, недолго перемешиваю, добавляю масло и недолго перемешиваю. Всыпаю все муку, разрыхлитель, соль и ванилин. Сначала перемешиваю миксер, не включая его, чтобы сухие ингредиенты не разлетелись в стороны. Затем включаю миксер на низкие обороты и перемешиваю массу до однородного молочного теста. Вот такое жидкое молочное тесто получилось. В 2 разъемные формы 21 см с предварительно выстеленной пекарской бумагой равномерно распределяю молочное тесто. Убираю формы в разогретую до 170 градусов духовку на 30 минут. Миндаль перекладываю в чашу блендера и дроблю до состояния средней или мелкой крошки. Для приготовления сливочной начинки в маскарпоне добавляю сгущенное молоко. Перемешиваю массу на низких оборотах миксера, чтобы начинка не створожилась. Достаточно, чтобы ингредиенты относительно смешались. Для более безопасного вмешивания можно воспользоваться лопаткой. В сливки добавляю сахарную пудру. Взбиваю сливки на низких оборотах миксера до состояния устойчивого крема. Друзья, хотите посмотреть полный тест-драйв на сливки молочный гостиниц? Тогда обязательно пройдите по ссылке, где я показываю, как правильно взбить сливки, а также тестирую плотность, устойчивость и вкус крема от производителя молочный гостиниц. Сливочный крем готов. В творожную начинку добавляю дробленый миндаль и сразу весь сливочный крем. Осторожно перемешиваю массу ручным венчиком, чтобы получилась сливочно-миндальная начинка. Друзья, на канале есть правильный и доступный рецепт классического маскарпоне, который вы можете приготовить в домашних условиях. Обязательно пройдите по ссылке и сохраните этот рецепт. Готовую начинку убираю в холодильник. Остывшие молочные бисквиты разделяю на 2 части ножом, чтобы получилось 4 бисквитных коржа. В разрезе бисквиты очень пористые, а по текстуре очень нежные. Для сборки торта на рабочую поверхность наношу немного крема. Укладываю первый молочный корж пористой стороной вверх. Выкладываю начинку на бисквит. Равномерно распределяю начинку лопаткой по всей поверхности выпечки. Сверху укладываю второй молочный корж и наношу начинку. Таким образом собираю торт. После того, как закрыл торт последним молочным коржом, слегка придавливаю доской, чтобы выровнять и стабилизировать торт. Начинку, выделенную из торта, разглаживаю лопаткой. При отсутствии лопатки воспользуйтесь ножом. Оставшийся крем равномерно распределяю по торту в качестве финишного слоя. Выравниваю торт плоским шпателем. Эта техника выравнивания предполагает формирование бочонка, чем-то напоминающую конфету. Дополнительно поверхность торта обсыпаю кокосовой стружкой. Осторожно фиксирую стружку лопатой, чтобы она не осыпалась. Украшаю торт миндальными орешками или лепестками миндаля, если они есть в наличии. Готовый торт убираю в холодильник, чтобы он напитался и стабилизировался минимум на 5 часов. Торт Рафаэлло — это изысканный вкус, который оценят все, кто хоть раз попробует его. Молочные бисквиты настолько гармонично сочетаются, что стали единым целым со сливочно-миндальной начинкой. Каждый кусочек просто тает во рту, настолько нежным получается торт. Обязательно приготовьте торт Рафаэлло по данному рецепту и удивите гостей на праздничном мероприятии. Рекомендую подавать торт горячему крепкому чаю без молока или кофе. Спасибо, мои дорогие, за подписку, лайки и комментарии, тем самым вы продвигаете канал.